Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У меня трясется телефон. Так, главное не задевать стол. У меня стол на кухне, он немножко чувствительный к движениям. Также вы можете наблюдать моего партнера по съемкам. Луна, все, поздоровайся со всеми. Девчонки, что я хочу сказать? Я вышла из закулисья, так скажем. Я очень сильно соскучилась по старому формату своих влогов, по старому формату своих видео. И, наверное, я буду возвращаться потихоньку к вам из своего закулисья и буду снова быть в своих роликах, потому что я попробовала разные форматы, как вы уже можете наблюдать, видео на моем канале. Да, это интересно, это прикольно, но, как я поняла для себя, это не то, что я хотела бы выкладывать на своем канале и как бы я хотела вести свой канал. Также я хочу поприветствовать своих новых подписчиков, потому что за период, пока меня не было в кадре, у меня появились новые подписчики. Добро пожаловать на мой канал. Мне очень приятно, что вы смотрите меня, остаетесь со мной, подписываетесь на меня. Спасибо вам большое. Также спасибо большое всем, кто смотрит мои видео, кто проявляет активность. Огромное вам спасибо, для меня это очень важно. И теперь я на своем канале буду продолжать вести лайфстайл, влоги о своей жизни, о своих днях, как проходит рутина в Турции. Надеюсь, что вам будет интересно и вы будете оставаться со мной. Приятного просмотра! Сегодня я предлагаю приготовить бörek. Мы будем готовить турецкий бörek. Он готовится, сейчас вам покажу. Он готовится в основном вот в таких формах для выпечки. У меня есть еще стеклянные, квадратные, круглые. Но я хочу приготовить в этой. Это более такой традиционный вариант. Я буду использовать готовое тесто юфка. Я думаю, что в принципе его сейчас много где можно найти. Вот, ну, чтобы не заморачиваться. И, конечно же, я не готовлю на своей кухне без своего супернаряда. Вот, бörek я сегодня буду готовить с сыром. Единственное, что у меня нету ни шпината, ни укропа, ни петрушки, поэтому я добавлю репчатый лук в белый сыр. Здесь это называется турецкий сыр для завтраков. Я его тоже вам покажу сейчас в процессе. Вот, и... В общем, я вам сейчас все покажу, давайте приступать. Вот в этой форме, значит, мы будем готовить. Сейчас я достану тесто, сыр, лук, ну и другие ингредиенты для соуса, потому что тесто нужно будет смазывать иногда соусом, чтобы оно не высохло в духовке. Пока мы будем готовить бörek в этой форме, все складывать слоями, нам уже можно поставить духовку разогреваться 180-190 градусов. Так, девчонки, я сейчас достану ингредиенты и все вам покажу. Вот. Вот такой сыр белый, турецкий. Вот это готовое тесто юфка. Это просто как тонкий лаваш. Вот. Из него будем готовить бörek. Я уже достала лук, но я его почищу, естественно. И еще для соуса нам понадобится немного растительного масла. То есть там смешивается яйцо, молоко, немного воды и растительное масло. Можно еще по желанию йогурт добавить, но это не обязательно. Йогурт обычный, классический белый. Все, лук мы почистили, промываем. Опс. Ну конечно, ну естественно. Все, лук готов. Так, давайте с вами приготовим соус. Значит, разбиваем одно яйцо в стакан. Мне удобнее в стакане это делать. Потом мы вливаем сюда немного масла. Много не надо, иначе бörek очень жирный получится. Вот, вливаем масло. Ну, немножко, все, хватит, достаточно. У меня была уже ошибка, как-то я сделала бörek прям по рецепту турецкому, и там масло было просто целый стакан масла, стакан молока, стакан воды. И несмотря на одинаковые пропорции, у меня бörek такой жирный получился, то есть там масло надо немножко добавлять. Вот, так что добавляем немного, также добавляем молоко, но тоже много не надо, соуса много не надо, опять же, они в рецептах льют очень много соуса, они просто берут половник и вот так половником поливают все, это совершенно не обязательно, бörek иначе получится, ну, тесто будет неприготовленным и невероятно жидким, таким, знаете, прям вот, как разваренный макарон, это невкусно. А если вы будете намного дольше запекать в духовке, он просто высохнет.
И добавляем воду. У меня фильтрованная вода. Все. В принципе, все. И он достаточно жидкий получается, но вы можете добавить сюда еще йогурт. И все, просто размешивайте, ничего больше не надо. Вот такой соус получается. В общем, сейчас будем нарезать с вами лук. И я сразу возьму сейчас плошку пластиковую, в которой я буду смешивать сыр с луком. В принципе, все, и начинаем нарезать. Все, и просто пересыпаем его в миску. Ну, в миску, в плошку, как вам удобно. Готово. Теперь сюда выкладываем белый сыр. Обратите внимание на моего пушистого шпиона. Она всегда рядом со мной, когда я готовлю. Всегда. Так, ну что, выкладываем белый сыр. Нет, Луна, нельзя. Вот она сразу начинает охотиться за йогуртом или за сыром моментально. Вот сейчас она начнет прыгать сюда. Я надеюсь, что не прыгнет. Все, я думаю, столько хватит. Ох! У меня брызги сейчас от этого сыра, это сыворотка по всей столешне. Так, девчонки, я, значит, перемешала сыр с луком, и я добавила сюда, значит, соль, черный перец и немножко сушеных трав, у меня микс. Вот, да, сыр соленый, но когда он среди теста, а сыра там нужно класть немножко, то он как будто бы пресный получается, точнее, бюрек в целом пресный получается, поэтому я добавляю немножко соли. Либо вы можете добавить немножко соли в соус, вот, но в этот раз я выбрала добавить немножко соли в сыр. Так что начинаем собирать наш бюрек. Тесто очень тоненькое, очень нежное, нужно работать аккуратно. Достаем, разворачиваем. Вот, здесь два пласта. Один пласт мы сейчас убираем. Не бойтесь его так сминать, это как тряпочку, оно свежее, ничего с ним не будет. Но все равно будьте аккуратны. Что берем, кладем. Ну так, чтобы форма у нас была по центру этого теста. Вот так должно получиться. Вот сюда сейчас соус, потом опять тесто. То есть эти края мы не закрываем, они финальные будут. Я буду использовать кисточку. Вот так макаем. И смазываем наш бюрек. Ну, немножко, я говорю, вот много не надо, у меня 100% еще останется соус. И теперь мы берем следующий пласт теста, и вот его мы можем уже либо разорвать и положить, либо сейчас будем вот так вот сминать, как это, жатку делать такую, и раскладывать. Я хочу сделать жатку, я не хочу рвать в этот раз. Я помню, как я первый раз, когда делала, так прям запаривалась с этим, сейчас не хочу. Потому что толку никакого на самом деле, все равно все одинаково получается. И вот так вот прям укладываете его, ну, рандомно, хаотично, как вам больше нравится. И не прижимайте складки. Пирог должен быть, ну, как говорят, в каком-то плане воздушным. Бюрек, конечно, это не воздушная выпечка, но вот как так. Вот так вот оставляем. Сейчас опять соусом все смазываем. Вот так мажем соусом хорошенько все. Так, еще один пласт теста кладем. Также его вот такой вот жаткой. И сюда мы будем уже начинку класть. Удобнее, конечно, когда сыр сухой. Его просто вот так вот сыпешь, 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 и все. Тут немножко у меня посложнее, но это сыр просто очень вкусный. Я люблю с ним делать бюреки. Мы любим его кушать с мужем на завтрак. Поэтому, ну, лучше так. Поэтому вот видите, мне приходится пальцем немножко помогать. Увы и ах, ничего не могу с этим поделать. Теперь мы будем накрывать все тестом, как я уже сказала, поливать соусом. И все, и отправляем Нет, в духовку еще не отправляем, там еще есть один нюанс. Наше тесто готово, ничего страшного, что там что-то порвалось. Никто этого не видит, кроме нас с вами. Все. И теперь смазываем соусом. В итоге у нас ушло 4 пласта теста ювки. 4 теста ювки, можно так сказать. Так, и теперь вот это все накрываем, как будто запаковываем. И все. И наш бюрек практически готов к отправке в духовку. Вот так и вот так. Все. Немножко можно примять, чуть-чуть. Так, теперь нам нужно бюрек нарезать на квадратики, чтобы он лучше пропекся. Можно его нарезать после выпечки, но я уже делала такую... Я вас ножиком тычу. Но я уже делала такую ошибку. Лучше нарезать сначала,
чтобы когда он запекался, лишняя влага выходила наружу, и бюрек немножечко подсох, скажем так, но в хорошем смысле подсох. Так что нарезаем его на квадратики. То есть на какие размеры хотите, ну так, на стандартные такие квадратики порционные. Потом просто будете доставать и на тарелочку, и все. Вот, наверное, как-то так я нарежу. 2 надреза с одной стороны. И также здесь тоже 2. И все. В квадратной форме, наверное, даже проще рассчитать, как лучше разрезать. Но я хотела именно в круглый сделать сегодня. Вот, вот я нарезала. Теперь мы поливаем его немножко соусом, смазываем точнее. И мы будем сверху посыпать, ну, как правило, посыпают кунжутом. У меня черный и обычный кунжут, но уже поджаренный, домашний. Вот, вы можете не посыпать. Еще посыпают маком иногда. Ну, в общем, если нету дома, ничего страшного, он так будет вкусный. Потому что сверху тесто у нас тоже сухое. Все должно увлажниться. То есть это, конечно, готовое тесто. Да, все это прекрасно, но оно сухое. Если мы его так отправим в духовку, ну, оно просто у нас высохнет. Обычный черный кунжут. Это домашний кунжут, это мама мужа передала. Вот, очень вкусный. Он у них растет, они сами, в общем, все с ним делают. Очень классный кунжут. Так что теперь посыпаем. Давайте сначала я домашним посыплю. Я вот так в руку его насыпаю немножко. И прям вот так вот, как сбрызгиваю. И все, много не надо. Он все равно потом после выпечки будет весь осыпаться. Это так, для декора, ну, немножечко для вкуса. Может показаться, что я много сыплю, но нет, это не так. Вот. В принципе, все. В принципе, все готово, и наш бюрек готов к отправке в духовку. Духовку предварительно я разогрела до 190 градусов. Значит, выпекаем бюрек до хорошей такой, даже не золотистой румяности, а такой, знаете, слегка коричневатой румяности, такой прям бронзовой румяности. Вот тогда он будет готов. Если он будет очень светлым, этот бюрек не готов еще. Все, убираем бюрек в духовку. Я буду ставить на средний уровень. У меня 5 уровней, я на средний буду ставить. Все. И ждем. Я отправила бюрек запекаться в духовку. Вот. В общем, время, кстати, выпекания смотрите по вашей духовке, потому что в рецептах, например, пишут, что запекаться будет... Я надеюсь, что меня сейчас было слышно, когда я трогала микрофон руками. Время выпекания, например, там 35 минут, у меня выпекается дольше, как правило. То есть это все индивидуально от каждой духовки зависит. Вот, так что смотрите по своей духовке, просто ориентируйтесь на цвет бюрека. Он должен быть, ну, прям такой хороший бронзовый, хорошего бронзового оттенка. Что у меня с русским языком. Пока готовила, болтала с вами, мне аж прям жарко стало. У нас уже... Днем 27, 26, там 28 градусов, на солнце так еще жарче бывает, поэтому дома, когда еще готовишь, работает духовка, конечно, очень жарко становится. Хотела поблагодарить вас, что сегодня были со мной в моем влоге, в моем видео. Также забыла в начале видео сказать, что теперь я влоги буду вести на русском языке. Скорее всего, я так и буду продолжать. В общем, я хочу продолжать вести свой канал так, с чего я начинала. Начинала я с прогулок, болталок и так далее. Вот, соответственно, также я буду продолжать. Возможно, я также буду делать какие-то рецепты с вами, как сегодня мы приготовили бюрек. Это будет скорее часть моего влога, часть дня. Сегодняшний влог будет именно с кухни. Вот, то есть мы, наверное, с вами просто плавно перейдем к дневной рутине, прогулкам и так далее. Вот, я очень надеюсь, что вам будет интересно меня смотреть, что вы будете оставаться со мной. Оставляйте комментарии, лайки, если вам не сложно, подписывайтесь. Вот, соответственно, сейчас мы ждем, пока бюрек приготовится. Я вам покажу финальный результат. На прошлой неделе у меня был день рождения, и мы с мужем праздновали мой день рождения. Мы ездили делать шашлык, барбекю. Я приготовила шоколадный кекс к чаю. Там же на природе мы пили чай с этим кексом. Вообще у нас много чего было. Вот, здесь в Турции очень популярны
прям специальные шашлычные зоны. Они, конечно, платные, но там есть все. Там есть уже мангалы каменные, такие мангальные печи, что ли. Там есть раковины, где ты можешь помыть руки, помыть посуду. Там очень благоустроенные, как правило, уборные. Там есть все, чего нет, если бы ты просто поехала в лес и сидел на пеньке. Хотя в России, например, в Москве, мы, как правило, так и ездим просто в лес, сидим на пеньках, и, не знаю, для нас это тоже определенная такая шашлычная романтика, но здесь пикники на другом уровне. Так что отдохнули, классно провели время, отметили мой день рождения. Еще раз хочу поблагодарить, что сегодня были со мной на моем канале, вместе готовили со мной бюрек. Я буду стараться выкладывать видео каждую неделю, но в последнее время у меня получается это делать где-то раз в 2 недели. Видео у меня выходят по субботам, как правило, это 7 вечера, ну, по Турции, по Москве, вот как так можете ориентироваться. Вот, ну, 7 вечера по Турции. Так, наш бюрек готов. Сейчас он вот так выглядит. Я его только-только вытащила из духовки. Сейчас я накрою его полотенцем. У меня есть белая такая ткань, типа хлопковая, льняная. Ну, вот знаете, для хлеба сейчас продается очень часто. Вот, на маркетплейсах. Я накрою, это все постоит, он размягчится сверху и будет очень вкусный. Так что я думаю, что все отлично. Вот, приятного аппетита. Увидимся с вами в моем следующем видео, в моем следующем влоге. Спасибо, что сегодня были со мной. Я желаю вам чудесного дня и до новых встреч. Пока!